Такого, друзья, танки Classic вы не ожидали. Нам показали, что будет в старых танках онлайн. И в этом ролике мы рассмотрим, что будет в игре. Помимо всего того, что мы рассмотрим, также, друзья, появился небольшой слив игры, который в этом ролике вы сможете тоже посмотреть, которого вы еще нигде не видели. Даже разработчики еще в видеоблогах у себя это не публиковали. Сразу ставьте лайк, друзья, на это видео. А мы переходим к новой информации по танке Classic. Ну, первое, друзья, давайте начнем с самого интересного. Самое интересное это то, что нам показали, рассказали, что будет уже в составе контейнеров в танке Classic, потому что многие сомневаются до сих пор, приобретать ли ранний доступ под старую школу, самое последнее спецпредложение за 20 тысяч танкоинов или нет, потому что неизвестно, что будет в контейнерах, друзья. Пока спойлерну вам просто, приобретать предложение по-любому теперь стоит. По-любому эти 200 контейнеров просто стали какой-то имбой. Сейчас мы рассмотрим, что в них будет входить. Если, друзья, вы еще не купили спецпредложение, смело можете покупать. Перед покупкой не забывайте ставить тег создателя контента ник 10 настройка вашего аккаунта, чтобы получить дополнительные бонусы. И переходим к самому содержимому, друзья, контейнеров. Ну что ж, во-первых, друзья, у нас в этих контейнерах будут несколько категорий. Давайте вот прям не будем вот так растягивать, как нам это показывали. Прям вкратце постараюсь вам рассказать их содержимое. Ну, у нас будут падать кристаллы, друзья, припасы, краски, скины и золотые ящики. Вот это полный, друзья, состав контейнеров. Поэтому, кто спрашивал, будет ли падать нара, где вот мы спорили постоянно, будут ли кристаллы и так далее. Будет, друзья, и нара, и кристаллы, и краски, и скины, и золотые ящики. Кристаллы будут падать по 350 кристаллов, по 1000 кристаллов, 2500, 3000, 5000 и 10 тысяч кристаллов. Все в зависимости от категории редкости контейнера. Ну, как повезет там, короче. Самая маленькая 350 кристаллов, самое большое 10 тысяч кристаллов. Также стоит учитывать, что эта экономика, друзья, доребалансовская. То есть все цены тут разделены на 10, как это было в те самые времена. Если переводить сегодня на нынешние танки, ну, умножайте на 10. Примерно вот такое количество кристаллов будет выпадать. Ну а так все это, естественно, с учетом доребалансовской экономики. По поводу припасов. Припасы будут выпадать у нас по 125 штучек за каждую. То есть и за урон повышенный, и за защиту повышенную, и за ускорение, за мины, и за рекомплекты. Скины вооружения, друзья, будут выпадать. Скины, но они будут выпадать только в экзотической категории. Ну, в принципе, это и логично, да, потому что один из самых редких будет предметов в танках онлайн. А помимо этого, еще вот такое интересное нововведение — золотой ящик. Золотой ящик вроде как спорное, да, решение добавлять голд в контейнеры, потому что голд все-таки в старых танках является такой вот неотъемлемой частью уникальности этой игры, ради которых вот многие играли в те самые старые танки ради золотых ящиков, да, потому что вот когда голд выпадал, вспомните вот эти эмоции, сердце у вас замирало при звуке сирены или при набивании фонда в 700 кристаллов. Ну, в общем, это золотой ящик никак не убьет, так скажем. Голд тут не будет обесценен, несмотря на то, что его в контейнер засовывают, потому что это тоже будет там редкая категория выпадения. Поэтому золотой ящик будет падать в редкой категории. Может выпасть, может не выпасть, но это ни в коем случае не убивает саму экономику танков онлайн. Кто спрашивает по поводу номинала золотого ящика, потому что там пока точный вот номинал не показывали, но судя по тому, что вся экономика до ребаланса, друзья, то номинал золотого ящика будет 100 кристаллов. Не 1000, а 100 кристаллов. Поэтому вот кристаллы, выпадаемые с контейнеров, вот минималка, да, 350, это уже больше, чем один золотой ящик, чтобы вы понимали. Блин, надеюсь, по крайней мере, никак это не повлияет на легендарность голда в танках Classic. И надеюсь, что он будет уникальный, не обесцененный, за который будет хотеться бороться, несмотря на его наличие в контейнерах. Но, кстати, еще разработчики отметили, что золотой ящик продаваться не будет. За реальные деньги его купить нельзя, только выбить с контейнеров. А контейнеры, друзья, как вы помните, тоже покупать нельзя будет, только зарабатывать в игре. И единственный шанс получить эти контейнеры сейчас на халяву — это и купить их вообще, только вот приобретая ранний доступ за 20 тысяч танкоинов. Также, друзья, еще одна интересная информация заключалась в том, что скины на пушке можно будет купить за старые кристаллы. Ну, за старые кристаллы, я имею в виду за кристаллы в старых танках онлайн. За 300 тысяч кристаллов, такую вот цифру назвали разработчики в видеоблоге, можно будет приобрести скины на пушку или на корпус. Ну, по крайней мере, так разработчики намекнули, прям конкретику не дали. Сказали, что ожидать следующих видеоблогов. Перед тем, как мы перейдем тут еще к рассмотрению новых деталей, разработчики сказали вот такую интересную деталь, на которую я обратил внимание, друзья. Ну, первая деталь, что они сказали, что ожидайте, да, эту информацию в новых видеоблогах, в ближайших, то есть пока неизвестно, когда ближайшие видеоблоги, но это точно будет не на следующей неделе, потому что на следующей неделе у нас там день рождения танков, и будет ивент, длится целый месяц, наверное. Ну ладно, это другая тема. По поводу новых танков, это будет отдельный ролик в само день рождения танков. Что касается нового видеоблога, такое ощущение, что он будет в конце июня.
следующий. Ну, либо в середине июня, примерно плюс-минус. Но в любом случае ждем от разработчиков пост. Они обычно выкладывают расписание на месяц по выходу видеоблогов. К чему, друзья, все это говорю? К тому, что классика, походу, так скоро еще и не выйдет. Раз нам намекают, что следующая информация будет только в других видеоблогах. Это означает, что в июне, скорее всего, тоже классики не будет. И вот эти вот спецпредложения с ранним доступом, которые еще вот будут в течение месяца продаваться, я думаю, что раньше тест не начнется. Потому что еще один момент был, в котором вот ведущий видеоблога сказал следующее. Что рубрика, вот в видеоблоге «Танки Шпион» называется, она будет продолжаться до первых тестовых сборок танки классики. Это еще вот намек на то, что пока что танки классик тестовые сборки первые не готовы. И что в ближайший месяц, я думаю, ждать, друзья, игры и раннего доступа самого, к сожалению, не стоит. Потому что, да, вот так вот даже видеоблоги нам несколько раз на это намекнули. Ну и как вы поняли, прям вот деталей по дате выхода, по релизу нам ничего не сказали. Вот единственное, вот мои рассуждения, которые, я думаю, все-таки будут верны по поводу того, что и в июне тоже ничего не будет, у нас никакого тестирования. Хотя в предыдущем видеоблоге говорили, что ожидайте оповещения о начале первых готовых ранних сборках танки классики. И за месяц с предыдущего видеоблога ничего нам не показали. Вот вышел уже следующий видеоблог, и в нем нам говорят, что, грубо говоря, ждите еще следующий видеоблог, и там мы не только добавим новую информацию по проекту, там, да, нюансы, детали, но пока без ранних сборок. Пока игра, друзья, к сожалению, не готова. И вот, как-то, знаете, обида на душе какая-то появляется. Поэтому пишите в комментарии, что вы думаете, когда же выйдет у нас, и не то, что выйдет игра уже, да, в ранний доступ, а когда выйдет у нас первая сборка хотя бы, танки классик тестовые, чтобы мы могли тестово на нее посмотреть. Пишите в комментариях дату, как вы думаете. Кто угадает, друзья, среди всех написавших, получит от меня премиум подписку в танках классик уже, если вы угадаете дату начала тестирования первой сборки танки классики. Естественно, друзья, только не повторяйтесь с датами. Если будет несколько человек, написавших одну и ту же дату, то победит тот, кто написал ее первее. Поэтому всем желаю удачи. И мы переходим к еще вот интересной информации. Нам показали краски. Краски и цены на краски в танке классики, друзья. Это уже мы сможем прям с вами смотреть. Уже доступна ссылка на Википедии Танков Онлайн. Кому интересно будет, я, наверное, ссылку в описании оставлю. Можете зайти посмотреть собственноручно. Да, это вот все краски, которые будут доступны в танке классики. Вот так давайте пролистаем. Тут не все почему-то прогрузилось. Давайте обновим страничку. Так, друзья, страничку я обновил. Теперь вот прогрузилось уже все. Ну и что хочется сказать? Что первое, что бросается в глаза, это действительно старые цены, которые были в старых танках Ананда Ребаланса 2012, 2010, 2011 года. Цены идентичные. А единственное, только еще нам не рассказали по поводу резистов окончательного варианта. Но я думаю, что мы будем голосовать за резисты, будут ли они в красках или нет. Но в интервью, которое было уже сколько? Полгода, может уже больше, чем полгода назад, Орек говорил, что там будет система отдельная. Ну, то есть краски будут отделены от резистов. И что они будут вообще уникальные, будет своя система там. Не знаю, как спустя столько времени вот к какому выводу придут разработчики, будем ли мы голосовать за этот момент, но я думаю, что мы будем голосовать о наличии резистов в красках или же нет, нужно ли их оставить или нет. Но просто если брать такие цены, то за что платить? Просто за текстурку? Если просто за текстурку, то надо цены, я думаю, резать на эти краски. Потому что в те времена были цены такие же, но краски имели резисты. Платили не просто за краску, но одновременно и за резисты в красках. Не только за ее красоту. Вот, но если так посмотреть, то, в общем, такие краски. Тут и Электро 8000 стоит, да, Искра 12 тысяч. Вот кто играл в старые танки, Зевс 15 тысяч. Все то же самое также стоит. Единственное, добавили только новые краски из новых танков уже, да. Вот Магма, Пиксель, Вишня, Нано. Но я имею в виду после ребаланса вот эти краски уже начали появляться. И потом еще добавили новые краски, такие как Космос, Тигр, Чудо-птица. Вот, в общем, тропическая листва. Но видите, они только в контейнерах будут выпадать. Это эпические предметы, которые нельзя будет приобрести. В общем, краски вот эти вот анимированные или не анимированные. Ну, походу, которые мы сейчас рассматриваем, это не анимированные, потому что тут и не есть, и не классная краска. Вот. А вот уже электроулии, вот эти вот категория редкости легендарная, здесь по-любому уже анимированные краски, да, вот они и в принципе выделяются, будут падать тоже с контейнеров с редкостью легендарной. И смотри, что самое интересное, у нас редкость вот эта вот эпическая, или как она называется, самая крутая редкость, где краска ветеран будет выпадать. Хотя нам говорили, что краска ветеран будет только доступна тем, кто приобрел ранний доступ изначально, да? А теперь ее еще и засунули в контейнеры, походу. Ну, не знаю, может что-то поменяется, потому что тут описание старое, которое относится к танкам онлайн, а не к танкам классики. Ну и праздник почему-то тут выделено как супер редкая красочка. Нет, смотрите, нет, это я неправильно вам говорю. Тут с анестезией это подчеркнуто, что он с контейнера будет падать. Это самая крутая краска игры будет считаться почему-то, экзотическая. Это с анестезию решили выделить. Очень странно, да? А ветеран, властелин и праздник, это, видимо, да, краски, которые не продаются все-таки
Да-да-да, потому что праздник тоже по умолчанию будет доступен. Интересно, почему у него такая категория редкости. Ну, в общем, друзья, по краскам так. Если кому-то более детально интересно посмотреть на эти краски, если вам видео было недостаточно, понаблюдать за этим всем, я ссылку оставлю в описании на страничку краски в танке классики. И мы, друзья, переходим к сливу танки классики, к самому настоящему сливу. Я думаю, может, многие знают уже эту информацию, но одновременно с этим, я думаю, многие и не знают этой информации. Орех показывал скриншоты частичные самой игры танки классик. Вот у вас на экране скриншот. Друзья, эта карта Чернобыль называется. В танках онлайн она сейчас тоже присутствует. И как видите, тут графика Legacy у нас на этой карте присутствует. И этот скриншот сам Орех скидывал одному из ютуберов на стриме. Тут видите, даже в нижнем левом углу какая-то вот 3D-шная анимация есть. Говорит о том, что это скриншот не абы откуда взят, что Орех сам скинул. Но это не говорит, что будет такая графика везде в танке классики. Нет, это говорит лишь о том, что мы сможем с вами настраивать, выбирать графику у любой карты, о чем, в принципе, тоже уже давно я вам толкую, твержу. Но круто, если можно будет прям точно такую же графику поставить. Вот второй скриншот тоже у вас на экранах присутствует. Будет прикольно, если можно будет прям вот точно такую же, да, графику поставить, покататься, поностальгировать. Но это прям для мега-алдов, я думаю, будет такой формат. И это, друзья, не все. И это тоже не все. Если вы скажете, что мы эти скриншоты уже видели, то туда-сюда, тра-ля-ля. Это не все, друзья. Орех еще интереснее скриншот показал. Будет танк классик карта, которой вообще нет. Будет совершенно новая карта. Ну, одновременно новая старая карта, можно так сказать. Вот у вас на экранах вот эта вот карта. Эту карту уже Орех на форуме скидывал ребятам посмотреть. И подписал он этот пост так: ваши специфичные вкусы будут поданы. То есть вот такая карта будет тоже в танках классик присутствовать. Опять же, Орех акцентирует внимание на Legacy текстурах танки классики. И как вы понимаете, что эта карта несуществующая. Такой карты в танках нет, но можно понять, что она похожа на Кунгур. По деревне слева, да, по водокачке, которая вон там вот чуть дальше находится, по мосту, по которому передвигаются команды. Но эта карта тоже выглядит достаточно интересно. Я бы хотел ее тоже вот разглядеть, посмотреть. Сява Продакшн тут подписана, вот отсылочка. Ну, уже тут подсказали на форуме, что это старая версия Кунгура, друзья, которая вроде как давно там была, но по итогу от этой карты отказались, либо же ее вообще даже и не вводили на основные сервера. Но Орех хочет ее ввести, и это круто. Надеемся, что помимо Чернобыля и Кунгура вот этого, да, нового старого, мы будем наблюдать Legacy графику абсолютно у всех карт, включая обновленное освещение на этих картах, может быть и без освещения, в общем, чтобы была максимально гибкая настройка. Пишите тоже, что думаете по поводу вот этих карт Legacy, нравятся ли вам вообще Legacy карты, или вы ждете версии карт 2015, может быть, года, как вот большинство обожает, просто влюблены в этот год 2015, застряли многие в этом году, или же вам больше нравится HD карты. Ну, HD-карты, конечно, вряд ли будут в классике, но хотя кто знает, друзья. Самое главное, чтобы можно было на абсолютно любую карту настроить по графике, которую вот именно вы хотите. Legacy, 15 год, 16, 17, как угодно. Если все карты будут с Legacy, это будет шикарно, потому что в интервью Орех говорил, что у них с этим проблемы, трудности. Я надеюсь, что они их преодолеют и абсолютно найдут для всех карт текстуры Legacy графики. Такие, друзья, новости. В этот раз даже мы с вами посмотрели на настоящие скриншоты танки классики, уже хоть что-то, это не фейк. Пишите ваше мнение в комментариях, что думаете по всему этому делу, по этим картам, по содержимому в контейнерах, что думаете, по дате выхода, участвуйте в конкурсе, о котором я объявил в середине этого ролика. Подписывайтесь на мой телеграм-канал, если хотите пообсуждать дополнительно танки классику, у нас там общий чат присутствует для общения, также есть дискорд-сервер, тоже туда вступайте. Во всех моих соцсетях публикуется заранее контент по классике, оповещения о стримах, на стримах в том числе в формате лайв мы обсуждаем все эти нюансы, поэтому на стрим тоже можете заглядывать, задавать ваши вопросы смело, не стесняйтесь, на все непонятки мы отвечаем, все рассуждаем, обсуждаем. Просто подписывайтесь на этот канал, друзья, если вы не подписаны, чтобы ничего не пропустить. Стримы проходят здесь на YouTube, поэтому еще раз попрошу вас поставить лайк. И всех, друзья, благодарю за просмотр. Ждем новой информации по классике, а еще сильнее мы ждем наконец начала раннего доступа.